Всем добрый вечер. Дорогие друзья, не секрет, что в нашей жизни все связано с финансовым благополучием. И свадьбы, и похороны, и радости, и горести – все требует затрат. Поэтому очень важно, чтобы знахарь умел проводить денежные ритуалы. Как и для себя, так и для других. Откуда у человека, которого мало кто знает, например, появляется очень большая база клиентов? Откуда разоряющаяся фирма вдруг начинает процветать? На все это есть свои секреты. Нищета – это, наверное, самое страшное проклятие и страшный сон любого человека. Именно издревле очень боялись этого положения, как проказы. Даже из рук в руки не давали беднякам деньги, и нельзя давать. Иначе вы отдаете свою долю. Вот именно поэтому бедные люди хотели шапочкой или с какой-то емкостью, куда ложили деньги, но не в руки. Если человек сидит на ящике на улице, просит подаяние, не подавайте, потому что сыграйте в ящик, вы заберете его болезни. Либо он специально это делает, зная, что может подлечиться с помощью вас, либо он по незнанию это делает. В любом случае это опасно. Когда вы идете в церковь, внимательно посмотрите, нет ли поблизости человека, который наблюдает за вашей свечкой. Потому что вы можете уйти, а он может задуть эту свечу и забрать себе. И перекинуть все свои неудачи на вас и забрать вашу долю. Такие ритуалы тоже существуют, называется крадник. Если за вами какой-то странный человек идет среди толпы, не отрываясь, знайте, что этот человек забирает ваше благополучие, начитывает вам в спину. И очень скоро вы, получите долги, разорение, а он получит ваше благополучие. Вот есть такие вот ритуалы. Но я считаю, что лучше призывать и просить у Вселенной благополучия, чем красть, поскольку за кражу чего-либо мы отвечаем, как легко пришло, так легко ушло. Но вот то, что не наше, оно не наше. Итак, сейчас приведу несколько ритуалов казачек, донских казачек, донских знахарок. Почему они считались одними из сильных вообще в России, да? Ну, во-первых, в омуте глаз казачек можно утонуть. Они отличались особой красотой, шармом, притягательностью. В них было что-то колдовское, согласитесь, очарование. Учитывая, что казаки – это смесь разных народностей и этносов, и Кавказа, и русских, они, конечно, дают такую сильный генотип. Так вот, я приведу несколько заговоров из казачьей магии на деньги. Те, которые используют магию, те, которые практикуют на самом деле по-настоящему, если они испробуют это, они получат результат сразу же. На следующий день. В основном это для людей, у которых либо связана работа с клиентской базой, либо они получают зарплату процентами от своих каких-то там работ, скажем, страховые агенты, да, и так далее. То есть это приумножает людей, которые к вам идут. Теперь, вот этот заговор можете выписать, сохранить у себя в кошельке, пока наизусть не выучите. Каждый раз, когда вы будете покупать что-либо, неважно, 100 рублей вы отдаете или 40 тысяч, вы начитываете на эти деньги перед тем, как потратить. И тратите. За короткое время они к вам возвращаются. Это как денежный магнит для возвращения. Итак, читаем над деньгами не в кошельке. Вынимаем и читаем, то есть на руки берем деньги. Если вы их должны все потратить. В золотом городе Иерусалиме, в золотой лавке крепко спал купец. Купец крепко спал, сон видел. Как черти лохматые, золотые деньги превращаются и к спящему купцу прилепляются. Ой, вы, деньги, денежки, от купца отлепитесь и ко мне навсегда прилепитесь. Ключ, замок, язык. Аминь. Это один денежный ритуал. Следующий.
Очень сильный, кстати говоря, хотя простой. Все гениально и просто. Как видите, у меня на алтаре как раз вот все денежные знаки. Черная свеча, поскольку деньги, богатство – это темная сторона жизни, да, считается. У тьмы его просим. Желтая свеча, похожа на золото. Золотистые свечи, зеленые. Знаете, в наше время, поскольку можно все найти, а я люблю свою работу и стараюсь свой алтарь украсить как надо. В древние времена, например, золотое напыление находили, смазывали и зажигали свечи. Чем больше внимания и уважения вы уделяете силам денег и тем силам, которые их дают, тем больше гарантий того, что они вас услышат и помогут. Следующее. Называется «Дед Золотарь». Я читаю один раз, но это нужно читать от 6 до 9 раз. И я вас уверяю, что Дед Золотарь просто у вас поселится. Постарайтесь часто проводить вообще денежные ритуалы. Объясню почему. Чем чаще вы их проводите, тем сильнее ваша энергия привыкает к денежной энергии. И уже настолько усиливается, потому что денежная энергия – это самая сильная энергия на Земле. Если у человека есть деньги, он не просто решает свои проблемы, потому что у него есть средства и возможности, и связи, а потому что уже его одно имя говорит о том, что с этим человеком связываться не стоит. Вот денежная энергия усиливает человека в глазах мировой общественности. Поэтому не призываю только к деньгам стремиться, но в то же самое время не презирайте эту энергию, не разбрасывайте деньги, не говорите эти проклятые деньги, будь они прокляты, как мне надоело, мне не деньги важны и так далее. Вы обижаете эту силу и те силы, которые отвечают за благополучие человека. Они могут просто обидеться и уйти. Раз уж вам деньги не нужны и не важны, то зачем им здесь оставаться? На самом деле мы лицемерим. Нам всем важны деньги, нужны, и мы все любим красиво одеваться, хорошо поесть и отдыхать, и подарки дарить, а для всего этого нужны деньги. Ну уж я молчу про другие человеческие нужды, да, то же самое, что лечение и прочее, прочее. Итак, Дед Золотарь. Зажигайте золотую свечу, либо зеленую, либо если нету этих свечей, можно простую свечу, но чтобы был огонь. И читайте от 6 до 9 раз, насколько вам хочется. На море, на океане живет человек-золотарь. В море вода золотая, на воде остров золотой, на острове песок золотой, живет там дед-золотарь. У него лопата золотая, у него мешок золотой, он золотой песок роет, мешок сыпет. Золото тьма, мешок без дна. Приди, дед-золотарь, ко мне жить, ко мне золото рыть. Я тебе стол настелю, пирогов напеку. Тут тебе сиденье, тут тебе питение, тут тебе гуляние, тут тебе годование. Аминь. Очень помогает. Попробуйте. Еще раз говорю, люди, которые не имеют отношения к магии, лучше этого не делать. Если вы это сделаете, вам какой-то поток денег отдастся, а потом уйдет в 10 раз больше. Ну вот поверьте мне, я говорю не со зла, не просто так. Видите, я же вам всем показываю, как это делается. Ну то, что можно показать, конечно. Но я вам просто по-человечески объясняю. Это не приведет к хорошему. Вам дадут, но заберут. Почему? Потому что у вас нет права внедряться в это знание. У вас нет права это проводить, понимаете? Для этого нужно иметь право, разрешение. Дальше. Для того, чтобы выйти из очень тяжелой финансовой ситуации, нужно либо над человеком, либо над его фотографией, или над его вещью, либо для себя, если вам это нужно, читать, имею в виду практикам, да? Призыв этих духов, которые отвечают за деньги, за благополучие. Есть на самом деле ангелы с такими именами, но есть и духи с такими именами, не путайте. Это не вызов ангелов, просто есть такие духи с этими именами, есть ангелы с этими, великие ангелы называются их еще. Итак, зажигаем свечу, читаем 9 раз
а потом свечу тушим и храним у себя дома. И оно нам поможет всегда притягивать к себе деньги. Нужно говорить на свечу. Я 3 раза вам буду читать, а вообще нужно 9 раз. Итак. Латхус, Авраэль, Габриэль, Ватхал, Мутааб, Вериэль, Куасал, Матхир. Помогите мне, защитите и удачу подарите. Латхус, Авраэль, Габриэль, Ватхал, Мутааб, Вериэль, Куасал, Матхир. Помогите мне, защитите и удачу подарите. Латхус, Авраэль, Габриэль, Ватхал, Мутааб, Вериэль, Куасал, Матхир. Помогите мне, защитите и удачу подарите. Вот эти денежные ритуалы, я выбрала такие сильные и простые в проведении, чтобы не было особых сложностей и чтобы результат был быстрый. Это можно применить для себя, это можно применить для людей, которые к вам обращаются, просто-напросто держа над их головой свечу, либо посадите их лицом к алтарю, станьте рядом и прочитайте это. Очень сильные ритуалы. По крайней мере, быстрый денежный поток вам обеспечен. Я не говорю на всю жизнь, потому что на всю жизнь надо заслужить это, надо в дальнейшем. Еще один момент. Денежные ритуалы никогда не проводятся даром. Нельзя. Если вы уважаете и боитесь за жизнь людей, которые к вам обращаются, не делайте им ничего даром. Объясню почему. Потому что если вы сделаете даром, возьмите у них что-нибудь, хоть 10 яиц, хоть пусть они вам что-то купят, то, что вы хотите. Если вы сделаете даром даже близкому человеку, эти силы обязательно возьмут свой откуп. Но что они возьмут, вы не знаете. Вот вы поможете человеку там продвинуть его бизнес, у него все будет хорошо, полгода, прекрасно, отлично, а потом раз, и у него там где-то пожар начнется, и такие убытки будут, что он скажет: да вы хуже сделали, вы мне помогли, а потом сколько у меня потерь. А знаете почему? Потому что он должен был откупиться. Если он не откупился, естественно, он заплатил. Но что у него взяли, это уже не вам решать. Всего доброго, удачи.